Всем привет! В этом видео будем собирать потолок в кухне. Потолок должен быть максимально поднят вверх и пройти на минимальном расстоянии от вентиляции. Здесь же у нас плиты перекрытия, и нам нужно поставить профиля поперек этих плит. Почему, расскажу чуть позже. А поперек плит мы, если поставим профиль, то у нас его длины не хватит. И профиля нужно сращивать, потому что здесь длина 4,50, а профиля у нас 4-метровые. Заодно покажу один из способов сращивания. Очень сходный с заводскими коннекторами, но немножко получше. Ниши для штор здесь нет, просто ровный потолок. Поэтому начало стандартное. Проставляем по лазеру отметки для горизонтального уровня. Отбиваем линии и по этим линиям закручиваем направляющие профиля. Это будет наш периметр. По стенам закрутились. Теперь нужно установить CD-шки. CD-шки не обязательно сращивать на полу и ставить уже готовые. Можно срастить их прямо на потолке. Нашим способом. Легко и просто. И поставим поперек помещения один профиль, как опору. Готово. Установили один профиль поперек и закрепили каждый конец на парочку 25-х саморезов. Вот теперь на эту опору можно накидать все остальные CD-шки, которые, собственно, и составляют каркас потолка. Перед тем, как поднимать профиля, нужно для них тоже сделать разметку. В нашем случае мы не можем поставить первый профиль от стены на 40 см, потому что как раз в этом месте проходит короб вентиляции. Первый профиль у нас от стены будет на расстоянии 60-65 см, а все остальные дальше от него с шагом 40 см. Профиля мы установили в шахматном порядке, для того, чтобы нарощенные куски не оказались бы только на одной стороне. Теперь нужно удлинить профиля. Делать мы это будем с помощью нашего фирменного коннектора, который сделан из того же потолочного профиля, то есть из CD-шки. Длина такого коннектора примерно 20-25 см. Резать там ничего не нужно, он просто сгибается определенным образом и устанавливается внутрь сращиваемых профилей. Мы удлинили все профиля, кроме одного, чтобы на нем показать, как это делается. То есть нет абсолютно никаких трудностей в этом. На обычных профилях это можно сделать даже одной рукой. Берем добавочный профиль, который нам нужен для наращивания, и устанавливаем в него коннектор. Затем этот добавочный кусок устанавливаем на то место, где он должен быть, по разметке. Длина этого добавочного профиля на полсантиметра меньше, чем расстояние от торца основного профиля до дна УДшки на стене. Теперь заводим один край коннектора в основной профиль, а второй край защелкиваем. Примерно вот так. Готово. Теперь выбираем зазор между профилями. Смотрим, чтобы они находились в прямолинейном положении. Вот так коннектор выглядит изнутри. Как только профиля займут свое положение правильное, нужно закрепить их по верхнему краю саморезами. Ну, примерно вот так. Вот, в принципе, и все. Готово. Прямолинейность нарощенных отрезков проверяем рейкой или профилем. Теперь нам нужно сделать разметку, отбить линии, по которым будут стоять подвесы, и эти подвесы засверлить.
Отбивать можно линии и по потолку, и по профилям. Ну, в нашем случае удобнее по профилям сделать разметку. Итак, засверлили все подвесы. Подвесы стоят ровными рядами, и это удобно для выравнивания. Теперь вернемся к тому вопросу, почему у нас профиля стоят поперек плит, и их надо наращивать. И почему у нас профиля не стоят вдоль плит, и тут бы их длины хватило. Как хватило длины вот этой поддержки снизу. Дело в том, что это пустотные плиты. А внутри пустотных плит есть каналы на всю длину плиты. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, поясню механику процесса. Например, плита с пустотами. И у нас чередуются места тонкого бетона и толстого. Соответственно, если вы засверливаетесь в тонкое место, то как только вы перфоратором трогаете бетон, сверло выбивает воронку. И вот в этом месте совершенно не за что зацепиться дюбелю. Очень тонкий бетон здесь, буквально до полусантиметра. Иногда бывает, что и совсем нету. То есть прямо пустота. С другой стороны, если сместиться вправо или влево, буквально на 5 сантиметров, то мы уходим с этого тонкого места на более толстое основание. Вот здесь уже дюбеля держатся хорошо. То есть вы смотрите, как пошло сверло. Если проваливается, значит смещаемся дальше. Если зашло хорошо, значит крепимся вот в этом месте дюбелями. И смотрим, как от линии пошло смещение. От линии на профилях. И с таким же смещением засверливаем весь ряд подвесов. Делать такое смещение возможно только в том случае, если профиль идет поперек плиты. И вы можете подвес по профилю сместить влево-вправо, пока не найдете крепкий бетон. А если профиль идет вдоль плиты, и вы попадаете подвесом на пустоту, то куда бы вы ни смещали подвес по профилю, вы все равно попадете на пустоту, потому что канал идет вдоль плиты по всей длине. И вы нигде не сможете хорошо закрепиться. Естественно, на этом потолке у меня есть места, где нужно было сместить ряд подвесов. Обычно это 3-5 сантиметров в сторону от линии. Самый такой вот очевидный случай для примера, тут и отверстие видно, это первый ряд от окна. То есть отверстие напротив линии засверлилось, но провалилось где-то через сантиметр. То есть дюбелю там распираться негде. Я сместился влево на несколько сантиметров, там совсем пусто. Сместился вправо, там уже толща бетона хорошая. И вот с таким смещением засверлил весь ряд подвесов. То есть у вас всегда дюбель должен сидеть плотно, распираться хорошо и надежно удерживать подвес. Вот поэтому профиля удобнее ставить поперек пустотных плит, а не вдоль. Теперь нам нужно выровнять каркас. Начинать правильнее всего с центрального ряда подвесов, или того ряда, который ближе к центру профилей. Иначе, если выравнивать где-то с первого ряда, то профиля могут принять S-образную форму, и выравнивание будет неточное. Здесь все просто. Натягиваем нитку, поднимаем профиля с помощью саморезов, так, чтобы они этой нитки не касались. Смотрим, чтобы эту же нитку не касалось ничего остальное, типа проводов. Теперь по одному профилю опускаем и с минимальным зазором от нитки закрепляем на подвесах. Выравниваем один ряд и за ним все остальные.
Основной каркас готов. Мы закрепили и выровняли все подвесы. Напомню, что все профиля, которые сейчас у нас стоят на потолке, называются основные. Называются они так потому, что крепятся подвесами к основанию. А нам нужно еще поставить несколько несущих перемычек в той зоне, где у нас проходит вентиляция. Потому что расстояние до первого профиля слишком большое. 65 сантиметров – это много. Лист на таком расстоянии может прогнуться. Ему нужна поддержка. Поэтому поперек каркаса мы поставим перемычки. Шагом где-то 50 сантиметров. Несущие установлены. Теперь можно зашивать первый листик. Первый лист у нас пойдет до середины второго профиля и длиной 2,50. Установим одну вспомогательную планку в начале листа. Готово. Начало есть. Да, вот, кстати, отбил линию не с той стороны. 65 надо было от стены, а я взял от заводского края. Сейчас перебьем линию и закрутим саморезами весь лист. Под стык листов устанавливаем перемычки в обязательном порядке. Для следующего листа нам нужно сделать разметку и вырезать отверстие для вентиляции. До сих пор у нас листы шли от стены. И поддерживающая планка тоже крепилась одним концом к стене. Для тех листов, которые начинаются от другого листа, поддержка имеет немножко другой вид. С одного конца у нее такой же крючок, как и был раньше. А с другого конца Г-образный загиб крепится прямо на лист, а не вставляется под него. Потому что были вопросы иногда, как его вытаскивать потом оттуда. Он на саморезе крепится снаружи листа. Собственно, и вытаскивается элементарно. Откручиваются саморезы и снимается. Зашиваем и перемещаемся дальше. Крепить планки можно как угодно. Например, в одном месте у меня пошли саморезы 25-е, а в другом месте пришлось закрутить дюбель. Последний кусок у нас небольшого размера, поэтому можно обойтись простым упором.
Готово. Вот так легко и просто собирается ровный потолок. Под видео в описании будут ссылки, как сделать коннекторы для соединения двух профилей и как пользоваться вспомогательными планками для установки листа самостоятельно. Ну а на этом всем пока. Спасибо за внимание.